Мои дорогие подписчики, всем привет! Сразу несколько слов об этом жакетике. У нас не так холодно, просто я захотела перед вами похвастаться тем, что я связала. Вот такая красота, потом покажу в полном виде. С двух сторон здесь шнурочки вот такие. Вот такая у меня накидушка стильная. Так, ну о чем я сегодня хотела поговорить с вами. Недавно буквально познакомилась с чудесной девушкой, она занимается нумерологией, и, значит, она мне так открыла много тайн обо мне. Говорит, ты знаешь, Виктория, почему у тебя на Ютубе так много прекрасных людей? Я говорю, почему? Она говорит, потому что ты, я 9 июня родилась, она говорит, потому что девятки, они отсвечивают человеку его сущность. То есть, как бы, все, что есть, допустим, в вас, я буду отсвечивать. Например, вы родились 3 числа, а я 9. То есть 3 плюс 9 будет 12, в любом случае будет 3. То есть каждый из вас во мне увидит часть себя, то есть я буду вот так вот вас отражать, отсвечивать. Поэтому, конечно же, людям с плохими намерениями со мной как бы очень некомфортно, потому что я начинаю зеркалить их же, и они думают, какая она коварная, а это просто я им показываю их. Вот поэтому у нас ничего не получается. Первая, значит, одна из них – это шестерка. Шестерка – это любовники. Влюбленный. Человек с такой энергией увлечен своей внешностью. Он видит все вокруг красоту. Вокруг себя он видит только красоту. То, что мы можем не увидеть, он это увидит. Где бы он ни находился, человек с такой энергией, он будет всегда в центре внимания. Предназначение человека с такой энергией – это постоянное общение и взаимоотношения с людьми. Такие люди проживают всю жизнь в движении, любят путешествия по миру, любят активные виды спорта. Если даже не активные виды спорта, то жизнь проходит довольно-таки так вот активно. Урок семерки, соответственно, это всегда не переставать двигаться, ставить цели и идти к своим целям. Следующая энергия – это 15-й магический аркан – дьявол. Люди 15-го аркана видят других людей насквозь. Это люди-рентгены, которые считывают с другого человека все его непроработки, несовершенства. И если 15-й аркан в плюсе, то это очень сильные и мощные духом люди. Они протягивают руку помощи другим людям. Они открывают путь для других людей. Я вам пообещала, что в этом году мы с вами будем говорить о любви, о чем-то таком интересном, восхитительном, перемещаться на другие вибрации. Будем делать это все вместе. Но для этого очень важно быть с такой чистотой внутренней и, конечно же, искренностью. Вот я тут в Хургаде живу 6 лет, и так удивительно, порой вот так вот общаешься, и некоторые девушки друг о друге говорят ужасные вещи, страшные вещи, а потом видишь, все-таки гуляют где-нибудь вместе, сидят в кафе. А почему они это делают? Потому что есть выгоды. А вот вы представьте, если вы будете дружить с человеком, которого вы будете только любить и уважать. Вокруг вас таким образом будет очень красивый мир. Ну вот я так делаю. Если, допустим, человек мне не подходит, я очень честно говорю. Был у меня такой один случай, но я увидела, на что она способна, и говорю, и просто как бы отошла. Она говорит, Виктория, в общем, я там была виновата, но, собственно говоря, ничего же такого не произошло. Но на самом деле просто она показала очень так открыто, развернуто, что человек не способен на надежность, на порядочность. И я ей говорю, слушай, я дружу только с теми, с кем я могу идти в разведку. То есть кому я могу доверять, потому что в разведке могут быть разные ситуации, то есть опасные там какие-то, такие. Поэтому нужно доверять максимально на все 100. И я ей говорю, я не могу с тобой дружить, потому что я бы с тобой не пошла в разведку. Ты способна предать, обманывать и так далее.
Честно сказала, честно. Если я ее встречаю, здороваюсь ли я с ней? Да, здороваюсь. Здороваюсь, но общения нету больше. Честно я поступила? Честно. Таким образом, я ей даю в жизни встретить своего человека, ну а себе, конечно же, встретить моих людей. Я со своей честностью очень часто попадаю в очень такие смешные ситуации. Ну, один раз я встретила на пляже своего друга очень хорошего из Каира. Вот, он прекрасный юрист, хороший человек, такой надежный, ну, много таких качеств достойных в нем. И, значит, встретила на пляже с египтяночкой. И я не знала, что он в Хургаде, ну, как бы, он и не должен мне отчитываться, по большому счету. Вот, и я поздоровалась, остановилась, поздоровалась и почувствовала вот такое напряжение от него. Ну, как бы он не знает, как я себя поведу, и египтяночка с ним. И что я сделала? Я просто вела себя очень и очень естественно. Я поздоровалась с ними, они меня пригласили присесть, мы там начали общаться. Очень приятная египтяночка такая, хорошенькая. Очень, кстати, ему подходит. Вот, и я думаю, как это все разрядить, ну вот как разрядить обстановочку. И говорю, ты знаешь, вот этой девушке говорю, ну, женщина уже такая, ты знаешь, говорю, я говорю ей, ты знаешь, вот он такой мой друг хороший, единственный вот в Египте, кому я очень доверяю. И благодарна ему за очень многие моменты в жизни, где он себя показал как вот настоящий человек, настоящий друг, и, ну так, мужественно, красиво. А он в ответ не растерялся и говорит, я тоже ее очень люблю, ну типа меня. Ну, ему нравится просто моя такая независимость, ну и, наверное, какие-то вот такие чисто человеческие моменты в жизни. Вот, но мы знакомы очень уже много лет. Иногда он приезжал, мы с ним где-то обедали или ужинали с Маркусом. Всегда он очень Маркуса любит, всегда ему какой-то подарок привозил. Ну, то есть вот такой любезный, хороший друг. В ней точно какие-то есть такие же прекрасные качества, потому что вот за что он ее полюбил. Мы долго сидели, общались, пока наши дети играли в боулинг. И я поняла, что она мне очень нравится, она очень интересная, она такая с глубиной. Показала, вот, говорит, вот это подарил он, там цепочка золотая такая двойная и какой-то еще кулончик такой красивый, ну, чтобы обозначить территорию, что он к ней серьезно относится. Ну и понятно, точно так же я начала относиться к ней, потому что я уже себе решила, если я приеду в Каир, я обязательно их навещу, даже хотела фильм для них сделать, ну вот как-то так. То есть, видите, как все искренне, красиво, и она ко мне хорошо относится. И вот мы общаемся. Вот. Вот. А то я говорю, я готова любить весь твой гарем. А он так всегда шутит, говорит, ты бы лучше меня любила. Ну, понятно, что я хорошо отношусь ко всем. Это у меня такой характер. То есть я очень дружелюбная на самом деле. Я всегда могу увидеть в человеке то, за что я могу его полюбить. Вот я найду. Но если как бы человек не конченая мразь, не какой-то там, ну, дурачок, то я всегда найду, за что его полюбить, серьезно. Мне придется раздеться, потому что мне жарко. Вот тут вот так вот делается. Можно это не делать, но я сегодня сделаю. Ой. Я пришла, была одна. А сейчас так много уже людей. Вот знаете, дорогие подписчики, что я вам скажу. Так, где у меня тут эти? Угу. Ну все. Вы знаете, мне стоит прийти в какой-то магазин или в какое-то заведение, все, там будет полно людей. Я такой замечательный продажник с моей энергией положительной, я могу все толкнуть, и все будет так служить во благо. Вообще, знаете, когда честно относишься ко всему, так искренне от сердца, так жить приятно. Вот мне с собой комфортно, что бы я ни делала. То ли я вяжу дома, то ли лежу на пляже, что редко бывает, то ли я там что-то готовлю для Маркуса. Вот мне так комфортно с собой во всем. Потому что я знаю, что когда в душе чисто, это очень приятно жить. Вот в чем дело. Мне в этом месяце
Не, один мужчина в декабре, другой мужчина в январе предложили как бы, отношения. Я говорю, вы знаете что? Все хорошие люди, очень классные люди, но я просто вот поняла на данный момент, что для меня важно, чтобы человек говорил на моем языке, не переводить, потому что что-то можно не так понять, я не могу свободно высказаться. Я не все понимаю, получается сложные какие-то моменты, я не понимаю в разговоре, сложные какие-то выражения, слова. Я хочу разговаривать на своем языке. И вот так вот я им объяснила, что вот почему я не могу вступить с вами в отношения. Обиделись ли они на меня? Конечно, нет. Мы остались друзьями прекрасными. И вообще, знаете, когда вот нормальному мужчине говоришь «нет», он остается другом. Но вот я же тоже способна, даже если вот они женятся, и они меня познакомят со своей супругой, я как бы буду с удовольствием дружить, общаться, там, ходить к ним на чай, кофе, в общем, с удовольствием. Вот. И мне всегда интересны египтяночки, как вот они такие другие, вот, много таких классных, прям современных, то есть очень умных, там вот таких там в банке работают, некоторые такие серьезные, вау, прям. И, конечно, мне интересно, вот как она думает, то, сё, в общем, я даже помню, там мне мои друзья помогали в одном деле, я их даже познакомила, и никто не проявлял никакую там ревность, ничего, они мне просто решили вопросы, и и они как бы знают, что я буду очень благодарна, и, я же говорю, я готова любить весь их гарем. Что-то мне так много плохих слов написали на то видео, где я в море получаю оргазм. Дорогие подписчики, так я не только от моря получаю оргазм. Есть 2% населения, которые могут получать оргазм интеллектуальный. То есть есть такой вид оргазма, интеллектуальный оргазм. Вот я получаю еще от этого удовольствие. Не только от прикосновений, от холодной воды, там, от всяких таких моментов. Я могу просто нюхать траву или там листья деревьев. И я даже от этого получаю необыкновенный кайф. То есть, почему так разозлились? За то, что я вот во всем оргазмирую. Я могу, с людьми общаться тихонечко, с какими-то такими интересными. И все, я кайфую. Я такая кайфулина. Боже мой. Когда смотрю на какие-то красивые вязаные вещи, я балдею. На стильно одетых женщин. Так вот, знаете, как со вкусом. Вот как-то так. Вот. Так что я от всего получаю такой необыкновенный кайф. Я его называю оргазмом. Смотрите, сейчас вам покажу эту жилеточку. Смотрите, какая красота. Это вперед. Так, а это зад. Вот. Тут шнурочки для завязочек, видите? Тут недавно такой случай был с моей знакомой. Она познакомилась с мужчиной. И там он начал ей дарить подарки, ухаживать туда-сюда. Но прям в начале подарки. Так все бурно. Вот так вот все бурно. Я так наблюдала за этим. Потом что-то пошло не так. Что-то она не оправдала его. Потом что-то пошло не так. Что-то она не оправдала его там ожиданий. И он эти подарки начал забирать. Но это, конечно, дно отношений, потому что вообще мужчина растет, когда дарит женщине благо, просто дает, ничего не ожидая, просто дает женщине. Уже на этой энергии он может расти. Но это не все люди знают, конечно, об этом. А так вот что-то дать и сразу ждать взамен. Вот я тебе дал на 90%, а получил назад на 89%. Ты задела мое эго, ты оскорбила меня, мое самолюбие разрушено, Боже мой. Дорогие мужчины, это же все на уровне энергии. Вы даете женщине благо в каких-то там подарках или деньгах, или поступках.
благородных. Ну, а женщина возвращает вам энергию. То есть эта энергия идет на развитие, на бизнес, на вас, на ваше счастье, ваши ощущения. То есть это вот такой обмен энергиями. Но те мужчины, которые, конечно, дарят, а потом забирают, ну, это дно. Я вам сразу скажу. Я тут только один случай такой видела. Но это не только тут. В наших странах таких же тоже полно красавчиков. Хочу все время говорить о любви, но вот не получается почему-то. А знаете, по какой причине вы полюбили Валерию? Потому что она очень искренне преподносит. Она так душевно, размеренно, красиво, от души. Ну, так она рассказываешь, даже говорит, ты, Вика, сидишь вот за камерой, и ты просто, тебя уносит. Я потому что представляю все, вот у меня сразу фильм, сюжет. Вот, поэтому вот люди это и ценят, такую открытость, такую чистоту, ну вот это все. Вот уже и солнышко. Валерия только что позвонила, говорит, Виктория, иду на пляж. Говорит, а в пятницу, маэстро, мы с тобой встречаемся работать. Валерия меня называет маэстро, вау. Я говорю, боже, так, это мое, все. Это моя кликуха, мне очень нравится, маэстро. Так что можете меня так называть, маэстро. Ой, мои дорогие девочки, боже, какая красивенная погода, чистое небо. Наверное, я сейчас тоже пойду поплаваю, прекрасная погода. Купальник не взяла, но надо забежать, взять купальник и вперед. Вот, хотя я больше люблю утро, знаете почему? Потому что я люблю, когда я одна. Вот сейчас я в кафе снова одна сижу, никого не отвлекаю, никому не мешаю, я одна. Так, ну что, дорогие подписчики, если вы собираетесь в Египет и вам нужна помощь по недвижимости или же какие-то другие вопросы, пишите, обязательно пишите в комментариях или же моему ассистенту. Вот, и добро пожаловать в эту прекрасную страну. До скорых встреч в Египте. Пока-пока.